Меня зовут Наговицын Константин. Живу я в обычной квартире, как можно говорить, в рабочем районе. Занимаюсь тем, что я фотограф. Капец. Такое тут почти каждый день, каждый вечер, каждое утро. Контрастник короче. Дети играют в одно то. Я всякое ходит. Едем на квартиру продолжать делать ремонт, потому что что-то больно долго он стоит. Сейчас мы там будем заканчивать. Не заканчивать, конечно, громко сказано. Продолжать собирать мебель, называется, сделай сам. Накупили деревьях, собираем, собственно, мебель. Вот на пару с сыном. Так, все, приехали. Сейчас. Корректно маленько ты паркуешь, чтобы меня потом за фильм не ругали. Алло, Юр, привет, Наговицын, Костя Кириллов. Привет. Слушай, ну по поиску у нас, Тисульский район, 240 50 километров. Я пытаюсь подобрать наружу, вот все на праздниках, а у Львова ни одного нет, вообще никого нет. Пытаюсь, в лесу, да, пропала девушка, 72, как девушка, женщина, 72 года рождения, пошли кататься на тракторе и все, и пропали. У трактора ни следов, никого нету. Там работали, я позвонил, узнал, работали местные спасатели, Мариинский отряд работал там. То есть летал вертолет, был расчес, насколько это неизвестно. Качественно было сделано. Вот, в любом случае, Мариинский отряд там работал. Звонил нашим спасателям местным, которые кемеровские, сказали, пока заряд не поступал, ну, видимо, потому что Мариинск работал. Но, скорее всего, поступит. И раньше 10-го туда никто не поедет. Ну что тогда даем, чтобы они все прозванивали, потому что, как, насколько я знаю, этих ребят, они могут кого-нибудь найти, никому не сказать. То есть те же самые больницы, там, морги, Мариинск, Тисуль, Тижин, это ближайшие районы, куда могут кого-то доставить. Я боюсь, что все равно придется дорвануть только числа 10-го. И какой-нибудь организованной колонны напрягая наших спасателей. Так. Набухались, поехали кататься, случайно кого-то добили, потом ох, и человек пропал. Как-то внезапно и случайно. Ну, такие случаи были. И все уходят из сознания, конечно, никому не хочется тут сидеть, правильно? Поэтому все молчат. Этим должна полиция заниматься, по большому счету. Посмотрим, сейчас праздники, кипиш, никого найти невозможно. Что это за видео у меня нет? Алло. Да.
Так, Егор, слушай, я поговорил с Нюрой. Сказала Нюра, что все, никакие карты пока не делаем, пока только прозвон. В том году, кстати, было именно так же. То есть я пришел домой с работы, уставший, все, приходит заявка, мы толпой собираемся, уезжаем в Анжерку, и там тусим 3 суток. Ищем людей, которые потерялись в лесу. И, кстати, нашли. Только почему мы там нашли их на 10-е сутки аж. Редкий случай, когда люди в лесу выжили больше 1 недели. Варя, Yes. ты иди сюда. Чего тебе? Да вот, смотри. Ничего. Нормально, все, зачетно. А вот этот, мне кажется, так красиво отпилим, и будет красиво. Там же так. Да. И там также тун-тун-тун, и все, и будет. Ну, сейчас у нас не жильцы выбирают, ну, как мне кажется, квартиры, а квартиры выбирают жильцов. Поскольку я ездил на Кавказ, мне выделили льготный бюджетный займ под, по-моему, 3% годовых, потом мне проценты сняли, потому что наградили какой-то медалью. И мне получилось, в принципе, за очень бюджетную сумму взять жилье в Кировске. По сути, здесь живут, как в городе считают, наркоманы, алкоголики и бабушки. Все, самое дешевое жилье здесь, дешевле нет ничего. Привычный звук, как бы, для Кировского. Когда я просыпаюсь в автоматной очереди, бывает такое, вот недавно такое было. Я, Настя, сказал, что пока мы карты никакие не делаем. Это было сказано 15 минут назад. Все, я понял. Слушай, можешь мне скинуть смс по телефону Нади, я сейчас не за компьютер, которого у меня сейчас нет. Мама, это причина была. Ну, как будто он не знает меня, и как будто я кого-то в гости позову. Ему кого-то... Да, блядь, это Даль. Мама, кого-то в гости, ты вот этого носатого, блядь, приводила домой сломанным носом, Ой, блядь. это было 5 лет назад. Это было не 5 лет назад. Его его приводили. Чего это? Ты домой его приводили. Ты его парю прицепил, домой привела, я его дома выгнала. Гули-гули, скажите. Толя, Толя. Толя. Где Толя, Дим? И Костя с работы тоже, когда приходит, он к нему, естественно, прибегает такой, Туда хочешь? падает к нему на грудь, лежит там минуты 2, потом начинает ему что-то жаловаться, в общем, рассказывать про жизнь свою. У папы, естественно, мозг отключается, они вот минут 10 стоят обнявшись в коридоре. И все забыв. Вот, так что я думаю, что я вообще лишняя в мужской компании там дома. Они без меня не скучают. То есть вообще ничего не лишены. Мама так в качестве бонуса. Он туда спешит. Конечно, он знает там тренажеры. Ну заходи. Там Никита тебя ждет. Пойдем? Сам. Сидь. Вот. Срок. Сидь. Да! Кю. Ич. Сам. Сидь.
Тихо, ходят. Сейчас стик немножко. Никита, не бегай. Он спину не держит, я тебе говорю. Всё? Толя. Толя сейчас дверь откроет. Толя в неглиже. Это табу для всей семьи. Папину кружку мыть нельзя. Стоит грязная. Ладно, пусть стоит. С чаем чай не пить. Потому что как бы, он должен прийти и допить. Я что, не насколько любить. Это, по-моему, что-то с тебе-то такое там есть такое. А? Не насколько любить. Ну, во-первых, делят ее не так. Где мы? Все решилось завтра, все. То есть я работаю. Да? Нет, ты на Горбалицкую едешь поснимать. Все, больше никуда. В этой кружке получается самый прикольный чай. Я сил пытаются отжать периодически. Мне почему-то все всегда все заваривают. Пришли гости, пощипали. И ушли. У нас своя интерпретация этой, короче, пропала. Пришел дворник, начал писать письмо. Дорогие мои жены, точки. У меня же сыночки такой, снял письмо и выбросил. Начал писать новое письмо. Дорогие мои сыночки, высылаю вам носочки. О, черт, я же ничего не купил. Смял письмо, выбросил, сходил в магазин, купил машинки, печеньки, конфетки. И отправил все. Письмо шло. И дошло. Передернул затвор. Так. Проверил. Все. К разборке. Приступаем к разборке. Я вообще считаю, что дети должны уметь стрелять. По крайней мере, должны знать, что это оружие, как с ним обращаться. Ну, мало ли упадет на другое оружие, да? Если не будет стрелять со мной, не будет стрелять без меня. А это плохо. Лучше со мной. Я, по крайней мере, объясню, как. То есть дети должны знать, что это оружие, как с ним обращаться правильно, что может быть плохо, а что может быть хорошо. И кто им это объяснит, как не папа. Ты же делал хорошо теперь. Я помню, но я это тогда, когда было, давно уже. Ну, разбирай. Ну, все, снимай без рамы. Снимай, перебери и снимай сдворный механизм. Да. Вот. Клади сюда. По пальцу бери. Ну, здесь ты поставил, не поставил ты. Неправильно поставил ты. Нет, переставляй, неправильно не вошло. Там должно быть паста. Так вот цифру тогда. Нет, цифры же там по-другому.
Все, понял? Он должен войти ровно. Здесь все делается мягко и плавно. Здесь никакой силы, все. Закрывай затворную раму. Нет. До конца. Дай. И резкий, и вот, Никита, стой. О, все, молодец. Так. Вверх, автомат вверх, ствол вверх. Так. Теперь проверяй. Да. Пусть. Предохранитель. Предохранитель вверх. А, вверх? Все. Да, все, теперь собирай. Что собирать? Ну, приклад собирай. У нас в лес зашел он на 200 метров. Легко можно увидеть медведей. То есть медведи, волки, там, рыси, где же все есть. Здесь полностью в лесу есть все, что может быть. Только, блядь, кенгуру нету, а так все есть. Я иду, у меня люди, то есть я за них отвечаю, по сути. То есть, как бы, в лес без ружья не вариант. Никита, аккуратней пальцы ему. Ой-ой! Покажи ему, как надо. Он не поймет. Как не поймет? Тут так не поймет. Не дорос он еще, чтобы автомат распирать. Дай. Вынь палец из... Дай. Не дам. Не дает тебе игрушку, да, брат? Ну-ка, ребенок, покажи оценки свои, которые ты... Вау! Так, что тут у тебя? Ни одной двойки. Ты моя зая. Ты моя солнышко. Английский язык там просто почему... Ну, вдруг... Забыли поставить? Не забыли поставить, там просто журнал другой учителя, Ты помню. мне скажи, сына, ну когда будет почерк управлять? Нормально. Почерк у тебя, как японцы пишут. Мне кажется, ты не знаешь. Пап, знаешь, что это? Что это? А? Догадайся. Кровище. Как ты угадал? Ты дневник кровище, скажи мне. Не знаю. Почему ты на дневнике кровь, Никита? Откуда это пятно? Не знаю. Почему ты решил, что это кровь? А, Никита, темно математики. Тебе эти знания дались кровью, что ли, или что, сын? А? Ты вообще не знаю, откуда он здесь появился. А что за смайлик у тебя? Самооценка дня. Что это такое? Что за творчество? У меня просто вдруг так рисует, я тоже так решил нарисовать. А, ну ладно. Молодец, что тебе скажу, Я тоже хотел плачущий смайлик рисовать, но не плачущий смайлик получилось. не получился. Елки-елки. Все, давай. Ну, ладно, хоть так. В общем, Толя мой как бы самый первый, самый старший сын, он был назван в честь деда, который воевал, который ветеран войны. То есть он был простым, простым водителем. Было принято решение, то есть мы с супругой приняли решение назвать Анатолия в честь деда. Вот. И он сейчас принесет фотографию своего прадеда, получается, в бессмертном полку. Ну что? Да, прикольно сделали. Толь, короче, смотри, мы знаешь, что сделаем? Ты будешь в колонне идти, стой с краю, который дальше от трибуны. Вот колонна идет, да, людей. Вот будет трибуна. Ты стой ближе к этому краю. Хорошо. Ну там тебя поставят, я думаю, в колонне. Если будешь стоять ближе к краю, будет лучше. Как только за белое здание ты не сразу зайдешь, там колонна будет дальше идти, распадаться там. Ты прям стой где-нибудь, меня жди, я там потом подойду, хорошо? В общем, найду тебе интерес. Телефон работает? Да, работает. Потому что я сейчас убегу снимать. Сейчас. У меня две руки, я буду как Нео. Давай. Куда нет? Ты можешь вот так вот взять?
А где наши девочки-то? Ну, большая часть снимков, которые вот ребята несут в руках, пришлось мне брать и реставрировать, потому что снимки были тех времен очень в плохом состоянии. Восстанавливал каждый снимок, потом каждое лицо я практически помню. Интересно, почетно так-то работа. В годы войны завод пережил тяжелые потери. 23 октября 1942 Нас снимают, верните, пожалуйста. будет дан старт традиционной 70-й легкоатлетической эстафете. По окончании спортивных соревнований... Парад Победы как-то он все-таки подольше шел. Вот в этом году хоть технику пригнали какую-то. Немножко волнуюсь перед новой группой всегда очень. Потому что от новой группы, от первого занятия зависит то, как люди поймут фотографию. От того, как люди начнут видеть на мир. Мне важно, чтобы люди научились именно по-другому видеть. Самое главное. Потому что где с камерами много, а тех, кто снимает, очень мало. Хорошо. Важно успеть передать то, чему меня научили люди, которые... Меня вообще, как бы, я много думал, то, что меня же учили больше снимать не в институте, а те, кто работал на телевидении, кто снимал войну, кто снимал, кто все это придумывал. Мне кажется, то, что я буду говорить, далеко не все пишут в учебниках. Мне важно, чтобы люди это поняли. Я вот даже, мне просят там на работе, я в отпуск хожу, там, найди кого-нибудь, кто будет вместо тебя снимать. А я реально смотрю, а кто вместо меня, нет, мало кто снимает нормальный репортаж, кто может моменты поймать. Людей очень мало, кто именно что-то может передать через себя какую-то интересную эмоцию и сделать нормальный снимок. Поскольку это курс азбуки, мы будем заниматься именно азбукой, то есть азами фотосъемки. То есть цель, чтобы вы после курса фотошколы взяли любую камеру и совершенно спокойно могли на нее снимать без просмотра инструкции. Мы не имеем права снимать объекты стратегического значения. Это вокзал, аэропорт, подъездные пути системы безопасности. Это важно. Мы не имеем права снимать стратегические заводы. У нас такой только один. Это мехзавод, где делают снаряды. Ну и патроны. Черная камера на фоне темных штанов никогда не будет читаться, если ей так вот не размахивать. Понимаете, да? То есть я привлекаю внимание рукой, говорю, типа, да, конечно, все, так веду себя, да, все. И люди, на меня охранники смотрят, что я веду деловую беседу, а пальчик-то вот, камера-то здесь. Туда они внимание не обращают. Я спокойно прохожу все кордоны, совершенно спокойно снимаю и выхожу. Когда я уже выхожу, мне, конечно, видят, что я с камерой. То есть вот, мы видим так. И люди так видят. Наша задача именно в этом разбираться. Потому что если мы будем фотографами, да, мы будем стремиться к тому, чтобы показать людям мир такой, какой они увидеть не способны, либо не замечать по каким-то причинам. Это учение Вергем. Я слышу по рации, что будет 3 выстрела. Я смотрю, что делает человек, какие манипуляции рукой, отсчитываю время.
ногой там, да? Вот. И я слышу, когда будет... Если я увижу выстрел, да, я не успею нажать. Если я услышу выстрел, я тоже не успею нажать. Скорость звука 800 метров в секунду, по-моему. Тоже не успею, она уже далеко улетит. То есть я по-любому не успею. Если я увижу, либо услышу. Я могу либо следить за реакцией бойца, который делает определенную манипуляцию, да, например, и просчитывать время, после которого у него пойдет выстрел. Тогда я могу это снять. То есть только холодный расчет. Понятно, да? Да. Можно пробовать еще раз. А если пониже руку опустить? О, вот смотрите. Смотри, вот я отпустил здесь, да? Рука была здесь. Глаза увидели, что я отпустил, пошел сигнал, пальцы схватили вот здесь. Вот это время срабатывания организма. Ну, то, что он увидел. Я увидел кадр, баскетболист мяч кидает. Вот, то есть я должен нажать не здесь, когда он уже мяч кинул, да, а где-то, когда кидает. И у каждого время свое. Кстати, когда получаешь 10 тысячную купюру, реакция лучше. Ну, это ладно. Приезд Софи Лорен. Бас. По сути, вот мне нужен был только вот этот момент. Какая-то реакция ребенка и ее жест, чтобы никто не спал. Все было в кадре задействовано. Каждый уголок, каждая часть кадра были для чего-то сняты. Опять же, когда я знаю, что у меня есть съемочная площадка, я выясняю, кто где будет стоять. То есть я зашел, я спросил, кто куда пойдет. Он говорит, он пойдет туда, куда-то, там будет то-то, то-то. Я говорю, все хорошо. Я беру, стою в нужное для меня место, я знаю, что мамаша с ребенком, который она дает деньги на операцию, будет здесь стоять, Софи Лорен будет стоять здесь. Великолепно себя ведет перед камерой. То есть Софи Лорен ведет себя перед камерой так, не ведет никто. И на кого-то я снимал, доводилось. Вот. Великолепно позирует, великолепно, то есть незаметно себя ведет. Ну, понятно, что в красном она уже одета. То есть, для съемок это все сделано. Она, ну, у нее опыт съемок, конечно, грандиозный. Ведет себя потрясающе. То есть я даже уверен, что этот жест она сделала специально. Нужно всегда уважать коллег, тех, с кем мы работаем. Потому что все, что мы снимаем, это является съемочной площадкой. Ни больше, ни меньше. Неважно, это детская коечка, где спит ребенок, это съемочная площадка, либо это парад победы. До свидания. До свидания. Ну что, как занятие? Нормально. Как группа? Ну, живенько. Мне кажется, ну, надо только у одной девочки телефон забрать на время занятия. Ну, заберем. А какой? У первой? Там младше. У ближней или нет? Или которые пришли позже всех? Нет, ближняя. Ну, заберем. Строгий преподаватель. Ну, да. Потом не запомните, что вам меня ничего не научили. Правильно. Можно чай глотнуть, Таня? Или нельзя? Костя, можно? Есть еще 4 минуты на все. Приятного аппетита. Спасибо. It's raining, oh, everybody's complaining about their bones. On the morning Мы ищем только труп не можем найти. Я просто про то, что вот можно же с вами вообще постоянно Можно, но контактировать. только да, только мы вот трупы не ищем. Мы ищем живых людей, Нет, когда я можно к ним- знаю, она Да. сначала была жива, я вот про что, то есть, может, так у нас за сколько вот произошло у нас, да, без пропавшей, в лес она ушла, что она в лесу у нас пропала.
То есть можно к вам Да, сразу можно, звонить, можно да? кинуть заявку вот на 8. На сколько человек вы можете вот так организовать? Потому что у нас не хватило людей. Это от времени зависит. От времени, да? От времени. Волонтеры, люди как бы рабочие. Бывает такое, что можем 20 человек, 30, а бывает такое, что и 5. Ага. То есть мы, в принципе, если знаем квадрат примерно в лесу, да, то есть как бы мы вам говорим, а вы уж сами думаете, как что, да? Просто нужно нас связать с заявителем, чем пропало. К примеру, мы Ну или там разговариваем. дневник или еще кто-то, да, вот не может выбраться. Ага. Да, мы разговариваем с заявителем и дальше думаем, что делать. всё. Где искать, там, куда пропало. Тогда я с вами буду связь держать, да? Да, Вот так вот? да, Ага. можно. Потому что у нас всегда не хватает ни людей, ни... Мы сами-то идем, конечно, искать. И искали, и вот сейчас опять ищем. И будем ее искать, естественно. Но... Очень тяжело в тайге много найти. Ну вот сейчас будем с ребятами общаться. Ну, сразу узнать про работу. Да, конечно. Называемся мы поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». То есть работаем, такие как мы, ребята, есть по всей стране, отряд московский. Вот, ну и во всех городах России есть подобные отряды. Тоже называются «Лиза Алерт», единый федеральный номер для поиска. Мы занимаемся поиском пропавших людей в лесополосе и людей в городах. То есть взрослые, пожилые люди, пенсионеры, дети. Все, кто теряется, сообщают нам, и мы потом их разыскиваем. Работаем уже в Кемерово почти 3 года, вот, а в Москве уже больше 7 лет. Поэтому имеется большой опыт поиска. Сегодня мы с вами проведем небольшую такую игру, которая будет... будем бегать по лесу, искать, значит, в указанных местах специальные... Давайте я спрячу. Нет, прятаться мы не будем. Вот. Но сейчас по компасам маленько, ребят. С компасом кто-нибудь умеет работать? Кто-нибудь? Я умею по компасу работать. Умеет по компасу, да? Ну, значит, будет маленько полегче. Сейчас вам наши ребята расскажут про компас, и потом дальше поговорим еще о том, что в лесу можно делать, что нельзя. Евгений. Ну, еще раз всем здравствуйте. Я так, судя по количеству голосов, понял, что про компас вам то ли рассказывали, то ли вы где-то что-то слышали. Поэтому я начну сначала, для тех, кто уже это знает. То есть, ну, так будет повторение. Кто не знает, ну, соответственно, будет это какая-то информация, да? Вот у тебя есть один выход. Здесь хорошо получается. Это маленький. Куда? Вот так. Так вот, да. Садится человек сюда. Да, меня. Вот так нести. Так нести, да. Все правильно. Фига у тебя видно? Вот вы понесете сани, ладно, тебя понесу, да. Смотри, вот просто так вот берете, вот так делаем. Сейчас вены лопнут. А если сильно Так, давайте, бегом. Садись, допустим, вот садись. Я садись. Да, двое сильных, надо наклониться чуть-чуть. Вот ты будешь. Ребят, двое одного роста. Одного роста. Держи за плечи. О, прикольно. Пока А мы правильно что? сделали. Ползай. Правильно сделали. Не надо ничего пострадавшего. Давай. Кость, просто без пострадавшего бегут. А если руку Нет, впереди обратно. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять. король нахуй. Пенек. Ты что, руку отпустил? Давай, идем. Все, отпускайте, у вас пострадавший один, вы только вот это. Все, они прибежали, там дойду. Вот мы идем вот с этой. Угу. А у нас здесь подходим, а у нас здесь бурелом, у нас здесь какое-то сердцо, у нас здесь плотина. Что будем делать? А у нас азимут 120. Видимо, тем же. Это надо вон туда отвечать. Сейчас ответим, подожди, сейчас я препаратор тоже веду. Чай попью для начала. Освежусь. Я с обеда дня собираюсь чай попить. Ну, победа. Я Нет, там что? добраться не могу. Мы же чуть не будем долго, да, не выйдем. Да.
Нам в любом случае долбить надо. Вот это, прямо вот пузо будет. Надо будет его брать и вот этот порой. Брать. Детские штаны, холодильник, печка. Все. Нет. На самом деле, в прошлый раз, когда мы переезжали, перевозили с 5-го этажа на первый, у нас это заняло 7 часов. Большинство это вещей, которые вообще не нужны. Не знаю. Костины, старые камеры, детские куртки. В общем, всякая фигня. Костя, ты там уже начал отсвечивать, нет? А то я боюсь, что я неправильно режу. Толян, давай ты будешь резать. Думаешь, я будешь резать? Нет, ты будешь резать так же, но получишь опыт. Подрезай оттуда, там уголок. Потому что там уголок, ты не задолбаешь. И вот здесь тоже не задолбаешь. Главное, не торопись. Я просто сейчас за Димой пойду. Ой. Для спальни что нужно? Чтобы стояла кровать и все. Была дверь и окно. Все, больше там ничего не нужно. Ни компьютерный стол, ни телевизор. Да? Прикинь, и я еще дверь металлическую сделал. Закрыться, звукоизоляцию. И все. Ну, правда. Пришел, выспался, ушел. Но наша планировка никому не нравится. Все говорят, что они бы точно сделали по-другому. Поэтому, слава богу, что это наша квартира. Я тебе показал. Нам на чужое мнение. Что-то как бы класть на чужое мнение. Класть. И лучшее движение вперед — это хороший пинок под зад. Нас попросили с той квартиры. Надо там платить деньги, а я не плачу денег, потому что их нет. Да, и после новых жильцов попросили до вторника съехать, а сегодня уже пятница. Вот мы 3 дня приезжаем. Мы 3 дня срочно штукатурим. Ремонт. С детьми вообще сами уже без этого, без наемных. Красим. Пилим. Шпаклюем. Переезжаем сегодня. Хотя, мне кажется, мы не переедем. Конечно. Маму что нести? Ладно, пошел к маке машины. Ключ возьму, в подъезд возьму. Еще что-нибудь возьмешь? Я приду еще возьму, Женя. Давай, короче, пока переезд, ключ будем вешать на эту комнату. Хорошо. Дабы его нигде не просрать. Игрушки сразу в детскую комнату. Первый этаж хвала изготовителю. Аккуратно, аккуратно. Там, наверное, стекло. Готов? Эта трагедия повлияла на каждого человека, мне так кажется. У меня, по-моему, вообще был выходной.
потому что я сидел как-то дома, никуда особо не спешил. Из соцсетей посмотрел на первые видеоматериалы «Зимней вишни». И тут же поехал по основной работе фотографировать. Дело в том, что я такие пожары не часто снимаю. То есть у меня был опыт работы и в горячих точках, и в горах, и в таких сложных ситуациях разных. Но вот пожары такого уровня я, наверное, пожалуй, снимал впервые. Ну, не было. Таких трагедий у нас не было. Просто не было ни разу. Немножко непонятна мне была реакция людей, которые стояли и фотографировали, как люди выпадают из окон. Просто это было первое видео, которое я увидел, и реакция этих людей мне была непонятна. В общем-то, наверное, я, может быть, даже и отчасти поэтому поехал. Не знаю даже. Почему я когда поехал, задание от работы поснимать, я уже получил в дороге. То есть, как бы я поехал, больше, наверное, сам по себе. Мне было непонятно, вот люди стоят, 80 человек, снимают на телефоны. Вы с себя куртку снимите, ребенок падает из окна, куртку поймаете, то есть, да, он сломается, там, да, будут переломы какие-то, но это будет уже на один перелом меньше. Ему будет уже легче. Вот что-то сделайте. Нет, все стоят, снимают. Какой-то бред. Я фотограф, я не понимаю, зачем они это делают. Для чего? Когда я уехал, потом меня только выдернули работать уже на Зимней вишне как спасатель. Мы помогали ребятам разгребать завалы. Потому что под завалом, еще что-то можно было найти. Разгребать завалы, вытаскивать лишние, сгоревшие элементы здания. Все равно какие-то надежды были, что, может быть, можно кого-то найти живым. То есть, мне кажется, если за это время поднять статистику по МВД, по преступлениям, совершенным в городе, мне кажется, их не будет. Или будет, но очень мало. Город другим жил в эти дни, про другое думал. Прям вот как будто люди подавленные чем-то ходят. Разговоры вокруг только вот о пожаре, о том, что там друг, там сестра друга погибла, брат друга, там, брат соседа, там, город тесный, народу живет мало. У каждого, мне кажется, человека есть приятель, сосед, там еще кто-то, да, у кого кто-то погиб. Как это ни странно, но, пожалуй, да, я думал уже, что на меня, чем можно на меня воздействовать? Наверное, ничем. Оказывается, можно. Если раньше я спокойно относился к тому, что там мои 3 детей идут в кино, там куда-то отдыхать без папы, там без мамы, там 2 старших, 2 младшего и пошли, там или с мамой пошли без папы куда-нибудь, то сейчас как-то я такой уже думаю, наверное, пойду с ними. Привет.
Привет, привет. Слушай, спасибо, что приехал. Сейчас поедем в Бор. У нас сегодня по плану поисково-спасательные работы и обучение. Поможешь нашим ребятам? Да. Расскажешь, как нужно правильно делать. Это у меня новобранцы, первокурсники. Им не помешает такая серьезная работа в начале своего пути. И походишь еще наш? Посмотрим. Отлично. Знаете, как нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы мы друг друга видели, в принципе, чтобы мы не рассыпались по лесу. Все идеально. Есть вопросы? Куда идем? Что делаем? Куда идем? Что делаем? Если один травмировался, спасатель, да, двое его могут нести. То есть логика простая. Если мы идем вдвоем, и один травмировался, один его не унесет. То есть по трое минимум. В общем, как всегда, смотрим за собой, за товарищами, чтобы у нас не было травм, чтобы у нас не было клещей. И все, работаем. Мы с Костей посоветовались и решили, что мы выберем сейчас условного потеряшку, дадим ему определенные задачи, и вы все остальные будете его искать, да, Кость? Да. Отлично. Кто хочет сегодня потеряться на этих учениях? Давайте потеряем девочку. Настя, иди сюда. Давай так, мы сейчас тебе по секрету, иди сюда. По секрету сейчас расскажем, что ты будешь делать. Мне нравится помогать людям выходить из леса. Иногда занимаюсь тем, что вот работаю, как сказать, работаю, помогаю. Полиции, спасателям, еще кому-то свободное от работы время, тем, что ищем в лесу тех, кто потерялся. Я с теми, кому нужна помощь. Мне так нравится. Просто у нас в силу того, что тайга очень плотная, и там потеряться прямо легко. Можно уйти в туалет, и все, и не выйти обратно. Ребят, а когда мы делаем накладную шину, да, то есть подошва должна упираться вот сюда, потому что нагрузка идет вот на как раз вывихнутый сустав. Да. То есть там можно спокойно один отдел так вот закрутить, зажать и подогнать его вплотную. Потом уже... закрутить, да? Да, ну а закручивать спокойно там сделано. Ну а так в основном как бы более-менее нормально все. Ну что, можно их поздравить с первым успехом, с первым найденным. То есть не без ошибок, но положительно. Мы сейчас включим. Так, короче. Мы сейчас включим и Косте привет передадим, да? Снимем. Для Костика видео снимем. Смотри, фото Константин Наговицын. Константин Наговицын. Фотографии. А? Кто? Константин Наговицын – это мой друг. Очень хороший. Он фотограф профессиональный. А с ним что случилось? Вот по зрению и слуху с детства, да? То есть он слепой, у него есть собака-поводырь. Да, Настя? Ань? Вот еще на ноги. А это... тоже, кстати, Костина фотография. Ну так получше маленько говорить. Получше? Да. Ну, короче, я хочу тебя поздравить и сказать, что это очень классно. Это очень классно. Такая выставка человечная на Чистопрудном бульваре в Москве. Я, на самом деле, очень горжусь вообще, что есть такой человек, как ты. Так что я надеюсь, мы с тобой что-нибудь еще очень классное снимем. Ну, вы готовы?
А мы-то с вечера уже готовы. Далеко и ясным взором степь томил племенами, через край воду лил, камень пестрил письменами, сон молил утром ранним, облаком мерил небо. Чем залить грусть кручину, нет ни водки, ни хлеба. Пойдет. Украл вашу ценность. Дим, ты на коньках видишь, как это? Солнечный зайчик. Что тут 18 миллионов стоит, а? Я что-то приглядываюсь, не пойму никак. В какой руке? В одной скажи. В одной руке. В левой или в правой? В левой или в правой руке? В левой или в правой? В левый. Это правая. Нет, для него-то она левая. Правый. Да. Да. В общем, у нас ничего не изменилось. Пришло только время. Да? Скоро мы съедем, изменится. Да, у нас скоро изменится. У нас скоро сына заберут, наверное, в армию, а второй уйдет в кадетский корпус учиться. И мы останемся с тобой вдвоем с младшим сыном, да? Пойдемте уже. Покупающий где? Новый год помчится, скоро все случится. Русское поле экспериментов, география подлости, орфография ненависти, апология невежества, мифология оптимизма, законы гаубицы благонравия, знатное пиршество благоразумия. Устами ребенка глаголит яма, устами ребенка глаголит пуля. Вечность пахнет нефтью, вечность пахнет нефтью, словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно валится на русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Надо, короче, мясо доставать. Да. И сыра гречневого не бывает, да?
Ребят, вот стоит тарелочки уже сильно накладывать. Мой деревянный заточку. О, бахнем, шампусик. Совсем скоро наступит 2020 год. Ты же моя пусечка. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно росла. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя ура. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом! Так пей? Да. Ты тоже. Ой, С Новым годом! давайте все вместе. Давайте. Ты моя рыба. Давайте, зайчик. Классно? Классно. С Новым годом. Все с Новым годом! Годом. Все с Новым годом! С Новым годом! Ура! С новым Димкой! Новым Что старый не кончился. Зачем вам новый? Димка будет новый, 7-летний. Да-да-да-да-да-да-да-да. Поутру они неизбежно проснулись, не простудились, не заморались, называли вещи своими именами. Сели добрые, разумные, вечные, все посеяли, все назвали. Кушать подано, честь потеть, на первые были плоды просвещения, а на второе кровавые мальчики. Все, спасибо. Ответ. Как уехать из Кировского в Новый год на такси? Никак. 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 Все, поняла. Ладно, спасибо. 6 будет. Такси, Максим. Раз, два. Проверим. А, крышка. Да. Крышки. В левом кармане. Крышечка в левом кармане. Мамочка! Пап! Папа! С праздником, Димка! Новым годом! Я не писала. Давай еще. Новым годом! Let's go. А, нет, Константин Тимишин. Или вы один? Я честно, почему? Может, меня многие спрашивают, почему я пошел. И столько лет, как бы, ну, во-первых, я 2 раза пытался, чуть не получалось. А с одной стороны, пример показать детям. Ну, ни один не поступил никуда в этом году, а я что-то пошел, поступил на бюджет сам. Так, взял и поступил. Интересно. Ну и
Общение, прикольно. Мне нравится учиться. Мозги как бы разминать надо все равно. Почему нет, если можно? Поступал 2 раза. 1 раз до 1-го курса, 2 раз до 3-го курса доучился. Ну, прикольно, прихожу, меня все знают. Все здороваются, прикольно. Его пришел, 20 лет, прикольно. Вот в вашем дипломе в концовке будет написано не режиссер великий, не оператор. У вас там будет написано руководитель студии кино, фото, видеотворчества. Это ваша бакалавр. Радуйтесь, что у вас там не написано любительской студии или самодеятельной студии, как у меня написано в дипломе. С другой стороны, ничего такого страшного нет слова любительский, потому что слово любить, конечно же, все. Но, тем не менее, вы можете считать себя такими, ну, профессионалами, как минимум. Поехали дальше, Костя. Как тебя зовут? Нет, Константин там. Точно? Бывает, сам прихожу, бывает, не зовут. Константин берет гитару. Да. И что, ну, работаю, да, вот, оператором. В администрации? Да, Я знаю, что в пятницу, просто я была в первом корпусе, у меня очень много чиновничных всяких дел, проходила творческая встреча с тобой. И, ну, Николь сказал, что вообще офигенно, какие ты рассказывал. Да, мы там тоже очень разрешили нам офигенно. Умница, вообще здорово. Я рассказывал как бы, про особенности репортажа, типа фотографии, потому что я большую часть времени, последнего времени работаю фотографом, именно вот событийным. Ну и большого, ну, делился какими-то навыками, какими-то вот приемами. Классное было знакомство, я не ожидала. Ну, мы все равно должны вернуться к нашим баронам. Братья Люмьеры, французы. В 1895 году показали кино. В принципе, изобретатель кинематографа, как вы думаете, кто? Не они, не Люмьеры, нет. Россияне. Нет, Томас Эдисон, который изобрел вообще чего только не изобрел, начиная от лампочки электрической и граммофона, и патефона, и всего. Но вот это изобретение кинопроектора, а раньше и кинопроектор, и сам киноаппарат, все было 2 в 1, что называется. Давайте еще немножечко передохнем. Согласны? Вы к часу сюда приезжаете. А кто еще едет? До часу. Куда? Час сюда. Потом что будет? Куда? Потом у нас будет у этого пара. Ну, я как еду, пешочком. Нет, только физкультура стоит. Нет, у нас в субботу не будет пар. Все, в субботу. Все, сессия закрыта. В пятницу последний день. С субботы на пятницу у нас переносится история, теория звуковых искусств. То есть мы в пятницу приходим к часу. Все. Вон. Да. И в субботу у нас уже ничего не будет. Да, у меня в субботу на 11 уже в облаках. А у нас все пришли? Катя, кто придет? Как говорится... Че? Где? Общее фото. Общее фото. Да, я в теме. Общее фото у вас есть? Нет. Нет, мы не хотим. Мы давайте соусом полить. Ой, спасибо огромное. И компотик еще возьму, компотик. Вот вы сейчас находитесь перед картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Литта». Картина пишется 10 годами позднее. Посмотрите на лицо Мадонны. Оно прекрасное.
Как видите, в этой картине ничего не происходит особенного. Это обыкновенная, очень жизненная сцена. И вместе с тем эта картина очень торжественная, очень, опять-таки, проникнута этим бережным, внимательным, любовным отношением к людям, к человеку. А что скажу? Ну, у тебя сейчас не подготовлено же, нет? Про видео, как, что, да, что снимаешь, какие у тебя интересные есть проекты, допустим, были, ну, в смысле, показать, рассказать и все. Ничего не надо, там никаких этих, просто рассказать о творчестве. В силу того, что фото, да, уже было. Ну, хотя не все, сейчас третьи это другие. Ага. А вот видео. По видео у меня мало доходов и много проектов было. А ты вот рассказывал четвертому про какие конкретно? Я рассказывал про репортажную фотографию, именно особенности репортажной съемки. Так. Я все-таки репортажник. Репортаж, журналистская. А вот еще какие есть? Еще какие у тебя есть? Ну, я показывал фотографию. На основе фотографии показывал. То есть, Не-не, как это по снять, съемкам вот интересные какие-то, где ты побывал, что ты снял, вот, ну такое вот. Знаешь, вот помнишь, мы с тобой встретились, разговаривали, ты рассказывал, что ты снимал там в горячих точках, где-то еще, вот какие-то вот такие вот. Я съемок с собой этих нет, надо съемок показывать, у меня их с собой нету. Тогда сессия у нас, может, следующая совпадет, возможно, ну, хотя что совпадет-то, мы же все равно занятия. Давай следующий семестр, это вы выйдете на сессию где-то март, наверное, да? Я подготовлюсь. Подготовишься, ладно? Да. И расскажешь, хорошо? Ну все, давай идем на занятия. Ага, пойдем. 9, 8, 7. Давай. Открывай. Жень, это тебе. Дай мне эту флешку. Костя, пока, короче, все не зальется, новое не начинай лить ничего. Ладно? Это твоя или не твоя, не знаю. Ладно. Ну, побежали снова? Нет, мы пошли, ты оставайся. Памятники все открытия очень много. Года с 2000, наверное, с 98-го. 98-го, ну да, вот. Много лет. Да, блин. Снимать. Куда это все потом девать? Трансляции есть, все ведется. С другой стороны, что, пусть молодежь побегает. Тоже полезно. Один, два, три. Для увековечения памяти нашего земляка Николая Масолова, который 30 апреля 1945 года в центре Берлина совершил свой подвиг, спас немецкую девочку из-под обстрела. Дополнительными нюансами. Мы решили, что этот подвиг не только Масолов сделал, это подвиг всех сибиряков, всех 12 субъектов Сибирского федерального округа, которые объединились вокруг главы государства и вместе с народом, со всем Советским Союзом побеждали нацизм. На десятилетие кончится. Договорились. Алло. Да.
Алло, алло, говори. Алло. Ага. Мемориал пока скидывается. А, сейчас дам, ссылку сейчас создам. У меня в Телеграме, я как найду? Да ёпа. Ага, да, Костян. Да, все, обоих забрал, обоих флешки забрал, скидываю. Да, все, мы с ней созвонились нормально, все. Поехали. Как это вот своевременно, Жень? Заботливый ты человек. Песня. Вот видно, что люди знают, как организовывать себе пикничок. Не то, что я. Я думаю, хорошо это получился. Какого стекла? Все в порядке. Упал немного. Не, все классно. Не, все хорошо, все вообще балдеж. Ты да упал, господи, что ты не разнулся? Ну, брат, у тебя такой дурачок, олень маленький, ничего страшного. А это что, какая-то заброшка? Есть какой-нибудь поджопник с собой? Не-не-не. Ага. Жень, ну уже незаметный поджопник, тебе еще раз. Я сейчас на него как сяду. Жень, прямо сделай, ну прямо. Алина, ну пока там. Не, подожди, сейчас объясняю. Алина! Ой, тут сейчас не играть. Поискать в интернете ноты. Да, поискать в интернете ноты. Да. Жень, ты на них всяко смотришь, но сидишь сам ровно на попе. Попа ровно, сидишь на попе. Я могу там... Не, так не надо, просто ровно сидишь. Лучше садись. Вот дождь Сбоку или... до штыря. До штыря, короче, да? Вот. Но с одной стороны? Да, вот ваше место. Все хорошо. Да, садится Толя сюда, да, что-то начинает делать. Да, садится Никита, возможности не на штырь. Вот может здесь сегодня. Хочется пойти. Не могу сидеть так долго. Да, такой, Дима, Дим. Ага. Толян, ноутбук можешь оставить. На меня внимание не обращай, Толян. Оставляешь ноутбук, пересаживаешь в колени. Толь! На меня внимание не обращай. Ноутбук оставляй, пересаживайся в колени. Нормально все. Никита пусть играет, ты пересаживаешься в колени. Ноут оставляешь ноут. Вместо себя ноут оставляешь. Оставь. Диман, садись вместо Толи.
Снимемся дальше и пойдем. Маленько остался. Из того, что я помню. А здесь когда-нибудь что-то было, да? Все эти периоды. А? Что здесь было вообще? Стадион, как бы моторек гоняли на мотоциклах. Гоняли на мотоциклах, на машинах, здесь были гонки на выживание. Я тут снимал много раз. Здесь был прикольный стадион, кстати. Гонки на выживание? Да. На машинах, гонки на выживание на машинах это были. здесь они бились, да? Они здесь просто раскирачивались кулами себя. А Серега, вот этот мой знакомый, он делал для этих гонок на выживание моторы. Прям они прям хлестались, короче. Такая жесть творилась вообще. Очень прикольно было. Сидушки все на дрова разобрали. Какие года были? Да не так давно это было. 2005-2006. Не так давно, 17 лет прошло. Да. Слушай, я забис. Дрова были все, да? Ну, в смысле, дрова. Сиденье, да. Стадион был прикольный, кстати. Не заряженный, да. Пусто. На. Когда сейчас? Только тебе без этой, чтобы билетка была у тебя. Я греюсь. Никита! Вот так же, как стоял, стой. Обернулся так же. Ага, все. Пошел. Хорошо. Жень, садись сюда. Нет, не все еще. Сейчас еще раз так же уйдешь. Надо мне через маму чуть-чуть снимать. Здесь вообще жить не должны люди. Почему здесь живут-то, блядь, а? В Сибири? Да. Здесь какое кармическое наказание должно быть, чтобы жить там, где жить нельзя? Спросил людей. Где все? Все! Толя! Ключи не забудьте в машине. Да. Пойду сюда. Сейчас Мне здесь больше нравится. мы разойдемся, ключи не забудьте. Ключи не забудьте! Поехали.
скажу. А? Что ж, не урони? Не урони. Я порву тут. Все как у людей. Все как у людей. Все как у людей. Все как у Серьезно, я пошел. Спасибо за раунд. Я шел откуда-то, и ты шла откуда-то. Я тебя догнал. Не помню, что, потому что я тебя откуда-то узнал. Я говорю, привет. Проводить? Ты говоришь, да. Я тебя провожал до Сибирякова больницы, до улицы. То по Кузнецкому уже шел дождь, короче, под зонтом. У тебя был зонт, а у меня не было зонта. Это был ночью или днем? Нет, это был, я не помню, по-моему, вечером это было. Вот поскольку я все равно шел пешком и туда же, ну, решил тебя проводить. Ну, сколько лет было? Не помню. Но это было очень давно. Я еще на телевидении работал. Это на телевидении когда работал? Это был 95-го года. Это был где-то год 96-97.